Европейские правительства в общей сложности выделили более 11 миллиардов евро на фискальные меры для смягчения последствий конфликта на Ближнем Востоке для потребителей энергии. При этом свыше 72% от этой суммы, порядка 8,3 миллиарда евро, приходится на нецелевые. Следует из обзора Брюгель. Как отмечают эксперты, такой подход противоречит и рекомендации Еврокомиссии и Европейского Центрального банка, которые призывают фокусировать поддержку на наиболее уязвимых домохозяйствах и предприятиях. То есть, перевожу на русский, смотрите. Они зачем-то стали налоги снижать. А Центробанк европейский говорит: вы куда? Вы перегреваете... Стоп, нет, это какой-то другой говорит. Это другой Центробанк говорит. Так вот, вы неправильно работаете с рынком. Рынок работает не таким образом. Вы должны вот бедным помогать, а другие, как-то сами будут барахтаться. Может, они станут бедными в процессе барахтания. Это не важно. Это не важно. Главное, чтобы рынок работал. Робин Гуд Форева. У богатых отберем, бедным отдадим. Нет, там не отберем у богатых. Нет, стоп. Богатые при этом говорят: нет, погодите, мы тут вообще ни при чем. Мы уже свой вклад в общее дело сделали. У всех отберем, кому-то отдадим, до бедных тоже что-то дойдет. То есть это стиль Еврокомиссии. У бедных брать, богатым давать. Или наоборот. В общем, все не так. Вот я хотел просто обойтись без этого человека вот сейчас. Раз так, да. Да. Так вот, Польша продлевает ограничение цен на бензин на фоне растущего бюджетного дефицита. Давайте еще цитату. «Польша продлит программу снижения цен на топливо до конца мая», заявил в среду министр финансов и экономики Анджей Домбровский. По-моему, марш какой-то есть Домбровского. Правительство ввело программу в конце марта после роста мировых цен на нефть на фоне напряженности в отношениях между США, Израилем и Ираном. Эти меры включают временное ограничение розничных цен на бензин и дизельное топливо, а также снижение налогов на топливо. Согласно этой схеме, НДС на топливо снижается с 23%, то есть нашему еще есть куда расти, кстати, до 8%, а акцизный сбор до 0,29 злотого за литр бензина и 28 злотого за литр дизельного топлива, что приводит обе ставки к минимальному уровню, допустимому в соответствии с правилами ЕС. То есть ЕС говорит: нет, вы ебалуетесь в конце концов. Что значит? Вы вообще отменить налог не можете. А то, куда это годится? Мне же про Польшу можно все что угодно, правильно? Вот это заявление Анджей Домбровский с мерами до конца мая сделал 19 числа. Это серьезно такое. На 2 недели мы сейчас... Стоп. Месяц действовали. Еще до этого месяц действовали. Теперь до конца мая. Потому что человек, которого я предлагал не называть, но мы назвали, поэтому назовем, Дональд Трамп, сказал: ребят, скоро откроем. Армузский пролив откроем, все пойдет. Поэтому, чего вы там? Вашу фискальную политику надо подстраивать под твиттер Дональда Трампа, или как теперь эта социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации, называется. А что в Польше, кстати, вообще с ценами? А то, злотые, я думаю, большинству наших зрителей вообще ни о чем не скажут. Давайте график посмотрим. Графиков давно не было. Вот график. Это, как вы понимаете, с 2016 года, что происходит с ценами в злотых на бензин. И мы видим, там некоторое снижение произошло. Правда, вот какой момент. У нас тут же сказали: видите, какие молодцы поляки. Вот они ввели, цены снизились, они, правда, все еще выше, чем были до этого. А кроме того, злотый немножечко изменился его курс по отношению к евро. Поэтому, когда у нас там в евро считают, и получается все вообще замечательно, в Польше национальная валюта почему-то до сих пор не евро. Хотя казалось бы. Им есть куда стремиться. Давайте на мировые показатели посмотрим, как раз с Польши. Начнем. Вот там наверху у нас Польша. $1, если в долларах считать, $1.72 за литр моторного топлива у нас получается. Красота неописуемая. Заканчивается у нас этот график у нас заканчивается Монако, но на самом деле, мы просто все не влезли, там более 150 стран. Так вот, там в конце, знаете, там Гонконг, как регион отдельно, у него свое ценообразование, в Китае в целом бензин подешевле будет. Там еще такие страны, как Израиль, Нидерланды, Германия. Там много кто, у кого, знаете, под $2,5 уже доллара за литр.
или около того, или даже больше $2,5 за литр. В общем, это цена средняя, если там отдельно брать по 90, по разным сортам бензина, дизельное топливо, то будет еще красивее. Будет красивее. Ну, давайте нашу страну возьмем. А то мы что-то как-то про Европу. Кому это интересно? Давайте. Красивая схема про Россию. 2,5. Вот. Доступность бензина. Коллеги из «Нефтекапитала» сделали красивый график. Мы вот решили попиарить этот график. И вот что мне нравится в этом графике? Мне нравится Ливия для начала, которая, видимо, пример для подражания. Видите, вон сколько там можно на среднюю зарплату в Ливии бензина купить. Если, конечно, нефтеперерабатывающие заводы работают, если нефть добывается, если там... Он на заправку приехал и уехал живым. То есть там всякое интересное бывает, да. Средняя зарплата, опять же, в Ливии молодцы, посчитали, очень красиво. Я, правда, не понял, куда Венесуэлу дели, потому что там между Кувейтом... Куда дели Венесуэлу? Никуда не дели Венесуэлу. Венесуэлу решили просто забыть. Вот она после Ливии должна идти. В Иране, кстати, вот эти цены, почему не совсем справедливы? Потому что они касаются фиксированного объема на месяц. Там они, по-моему, сейчас изменили, там, по-моему, на 40 литров на месяц идет по низкой цене. Но эту цену берут как среднюю, говорят, вот если вы потребляете 40 литров в месяц, то на среднюю зарплату вы можете купить 8620,7 литра. Если 40 литров потребляете, то вот столько можете купить. Но не больше 40. До 8600. На 41-м литре начнутся чудеса. Да, начнутся чудеса. Этот вот начнется. Но при всей иронии, понятное дело, что в Норвегии, что в ряде стран ОАЭ тоже мне очень нравится, потому что там, видимо, представляется, что средняя зарплата – это с учетом той части населения, которая там, скажем так, работает. Понимаете, вот эти графики, они хороши тем, что мы смотрим на каждую отдельно взятую страну и обнаруживаем, что вот этот показатель не говорит ни о чем. Например, в США-то, США-то обо всем говорит. Вот средняя зарплата, значит, цена бензина. Я не знаю, как ее получили, учитывая, что средняя зарплата в США по официальным данным оттуда и нашим официальным данным примерно в 3,5 раза больше, чем в России. Почему такая разница получается? Хотя цена на бензин в Соединенных Штатах сейчас она где-то $1,5. А это немножко больше, чем в России, где-то раза в 1,5. Как-то так получилось, понимаете? Опять же, средние значения, почему бы их так не взять? Но сейчас самое смешное, что на душу населения в Штатах в 4 раза больше бензина потребляется, чем в России. Поэтому купить вы можете больше, но вы в любом случае купите больше, потому что вы в целом больше потребляете. Это так. Тут еще, на самом деле, масса вопросов. Можно приводить какие угодно абсолютные числа. Сколько человек можно заплатить за топливо? Столько, сколько остается после квартплаты, медицины, обучения и так далее. Можно нарисовать вообще все, что угодно. В Соединенных Штатах, как ни странно, люди покупают не только бензин, они еще кушать хотят. Им за аренду платить надо, им налоги платить надо. Вот эти зарплаты и литры, зарплаты до налогов или после налогов, и так далее. Когда вы натыкаетесь на такие графики, просто задумайтесь, о чем там люди пишут, что они там вообще считают. И нет, это не надо понимать, как будто... Да, значит, у нас все прекрасно с топливом. Просто вообще замечательно, и об этом вообще не надо говорить, не надо этот вопрос поднимать, потому что у них хуже. Нет. Просто, такого рода графики, они не дают вообще никакой информации, по большому счету. Но если говорить про Россию, давайте поднимем ряд вопросов. Давайте, почему бы нет? Давайте поднимем ряд вопросов. Продажи бензина 92-го у нас стали убыточными 2 недели назад. Для независимых заправок. Российские автозаправочные станции при продаже 1 литра бензина АИ-92 сейчас несут убыток в размере 84 копеек. В то же время реализация АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельного топлива 3,68 рубля. В общем, на дизельном топливе все и держатся. Об этом говорится в исследовании компании ОМТ Консалт. Это довольно уважаемая компания, к показателям которой, в общем, пожалуй, стоит прислушиваться. Не бездумно, но учитывать их стоит. Средний уровень маржинальности работы АЗС в России. Цена закупки топлива в опте минус стоимость на АЗС составляет АИ-92 7,5
рублей за литр, 95-го бензина 8,9 рубля, дизельного топлива 12,1 рубля. Как отмечают эксперты, несмотря на достаточно комфортный уровень доходности, при расчете рентабельности необходимо учитывать, как это неудивительно, операционные затраты на заправках, которые в среднем на всех сетях в России составляют 8,4 рубля на литр. Ну, то есть... Меня вот больше всего последняя строчка удивила, как можно высчитать вот эту среднюю операционные затраты на заправках. Что с чем сравнивают? Юг Якутии с севером Ставрополья или наоборот? Или еще хуже. Крым. Якутия. Ну, это близко. А вот Крым, мы сейчас коснемся. Крыма тоже. Ну, вот так они посчитали. Но это некий ориентир дает. Безусловно. Вопрос, как считали, но это вопрос про методологию. А это произошло, вот это все, недели 2 назад. Сейчас у нас произошла интересная штука. Давайте, говоря про эту интересную штуку, мы покажем график, точнее, прошу прощения, табличку, которую Росстат нам дает, опять же, для середины мая по средним ценам на бензин в России. Это, середина, 12 мая. Более свежих данных пока не обнаруживается. Но важно не это. Важно следующее. У нас сейчас неприятная ситуация сложилась в биржевом сегменте. Что такое биржевой сегмент? К чему это мы вообще? Биржа – это что-то далекое. От биржи зависят оптовые цены на бензин. Вот то, что в предыдущей цитате было. Оптовая цена на бензин зависит от биржевых котировок. Номинально биржевые котировки у нас как скала. Стабильные, крепкие. Но... тонна топлива периодически покупается примерно на 30 тысяч, 35 тысяч рублей дороже биржевой котировки. То есть номинальная оптовая цена у нас одна, а тонна топлива покупается по другой цене. Отсюда, в общем-то, у нас, в общем-то, и проблема перетока топлива из соседних стран, которого мы сейчас коснемся. Вот посмотрели, да, на средние потребительские цены. Я надеюсь, все посмотрели, все запомнили, поняли, какими они должны быть. Высокий спрос на бензины 92 и 95 в России привел к росту биржевой стоимости топлива, поставляемого в страну с нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси. Разница в цене с российскими заводами достигает 30 тысяч рублей за тонну, следует из данных Петербургской биржи. Давайте цитату соответствующую. В ходе торгов 21 мая цена тонны АИ-92 на базисе Рудня, который отгружает НПЗ Беларуси, достигла 96 тысяч рублей, что на 1070 рублей выше уровня предыдущего дня. По этой цене было продано 120 тонн топлива. Для сравнения, стоимость 92-го бензина на бирже по национальному индексу по итогам торгов 21 мая составила 65 тысяч 31 рубль за тонну. Зачем я целые произношу, сам не знаю. На базисе Злынка было продано 480 тонн белорусского бензина АИ-92 по цене 94 388 рублей за тонну. Суточный рост цены составил 7 тысяч рублей за тонну. Это что же, это кризис? Это все ужасно, плохо? Да нет. Нет, не в этом дело. У нас, по понятным, я думаю, всем людям, которые за новостями следят, прерывалась стабильность поставок с некоторых заводов. Из, опять же, всем понятных причин. И возникает двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, где-то объективно не хватает бензина, сейчас, потому что что-то произошло с этим объемом, который должен был прийти. Отгрузки прекратились. Временно. Временно прекратились отгрузки. Кстати, правда, временно тут не ерничание. И вы, должны где-то объемы купить. Вы идете и покупаете у того, у кого не есть. Он, может быть, их купил по 65 тысяч. А вам говорит, друг, только тебе, только сейчас. По 95. А то и 100. У тебя сколько есть? 100 есть? Отлично, бери. И происходят вот такие перепродажи. Либо бегут и берут там, где есть в данный момент. То есть вот такие прерывания, которые у нас сейчас, к сожалению, периодически происходят, приводят вот к таким резким скачкам. Это не говорит о среднем уровне доступности топлива. Хотя на некоторых заправках отмечали, нету бензина. Но почему нету? Потому что что-то с этим объемом случилось, или он не пришел. То есть в среднем производится больше. Но вот в конкретный момент времени заводы не смогли отгрузить. Это не говорит о системной проблеме, это говорит о том, что,
что ай-яй-яй. А зато из Белоруссии... Белоруссия наш маленький... при всем уважении. Наш маленький регион, в котором мы можем дополнительные объемы получить. Маленький, чисто территориально. Опять же, при всем уважении к Белоруссии и к ее народу. Участник союзного государства, готовый прийти на выручку в трудную минуту. Да. Ситуация в разных регионах складывается по-разному, кстати. Давайте фотографию. Картинок у нас не было. Картинок давно не было. Вот, картинка. А я думаю, люди, погруженные в тематику, понимают, что, скорее всего, это один полуостров, всем известный. Судя по названию этой заправки. Посмотрите на то, сколько стоит сотый бензин. Наконец-то нашлась лишняя циферка в начале, и теперь он стоит больше 100 рублей за литр. 95-й он стоит 82, почти 86, если 95-й некий особенный. Вот, прошу прощения, 95-й 82,5, дизельное топливо 85,99. Давайте, сколько у нас там, я же говорил, все запомнили, сколько там в этой табличке было? Не-не-не, это цитату не надо, рановато. Так вот, видно, что немножко дороже стоит топливо, правда? Это к вопросу, который поднимался еще в прошлом году и на который стоит обратить внимание сейчас самое пристальное, пока не начался сезон отпусков полноценный. А до него остается буквально 2 недели. Даже неделя. Уже конец следующей недели, 31 мая. Будем считать, студенты сдадут экзамены, и вот тогда. И вот все ломанутся. Так вот, нужно и следить за ценообразованием на независимых сетях, там только независимые сети, на территории Крыма и города федерального значения Севастополь. И следить за тем, чтобы не допускать панические настроения. Потому что, когда люди читают новости о том, что где-то что-то прилетело, потом читают уважаемые перепечатки из уважаемых западных изданий, в которых говорится о том, что все, в России половина всех мощностей. Люди что думают? Надо взять канистру, а лучше 2, а лучше 4, бежать на ближайшую заправку, заправляться. Владелец заправки: ох, вы ж мои дорогие, бензин кончился. Почему? Прибежали с канистрами. Заправили полный бак, залили канистру, уехали. Хопа, средний пролив... Нет, владелец заправки вам скажет спасибо. Средний пролив за сутки отобьется буквально за первые 3-4 часа. Но непрерывность поставок будет нарушена, соответственно, бензина нет. И люди: я так и знал, надо было бежать раньше. В следующий раз надо 8 канистр. Надо было брать 5-ю канистру. Да. И вот цены начинают расти. Потому что люди бегут, люди паникуют. Что вчера в своем канале губернатор Севастополя написал, там вполне показательно. Вот тут давайте эту цитату. Работаем над стабилизацией ситуации с обеспечением Севастополя топливом. Ночью на заправке ТЭС привезли 95-й бензин и дизель. На Атан, это вот его фотография как раз до этого была. А топливо привезут сегодня в течение дня. До стабилизации ситуации продажа ограничена 20 литрами на один автомобиль или одну канистру. Все-таки кто-то с канистрами прибегает. Работает чат в Максе. Вот можно, по крайней мере, поискать. Либо через другие сети поискать высказывания и перейти по этому чату. Здесь севастопольцы делятся оперативной информацией о наличии или отсутствии топлива на городских заправках, чтобы водителям удобно было сориентироваться. Это как бы хорошо. Другое дело, что в прошлом году руководство Крыма размышляло над тем, как навести хоть какой-то порядок на нефтебазах. Не на заправках, а на нефтебазах. Но, видимо, что-то не сложилось. Есть разная подчиненность, собственность, межведомственные интересы, но как-то не сложилось. Хотя то, что запасы в течение не туристического сезона можно было бы делать, чтобы потом таких приключений не было, вроде бы были здравые мысли высказаны. Что-то не сложилось. Что-то не срослось. То есть, понятное дело, что возникают объективные сложности. Я думаю, никому не надо пояснять, какого рода объективные сложности возникают. Все за новостями следят. Но тут вопрос другой. У нас, я же обещал в самом начале про информационную политику сказать. Да, все еще. Мы следующие 2 темы отложим на следующий раз, потому что, объективно уже не успеваем. А там, знаете, про электромобили будет. Нам все еще можно успеть, и про прогнозы, да. Вот можно все еще успеть отправить комментарии и вопросы. Мы, может быть, успеем за оставшиеся 4-5 минут на них ответить. А пока замечу следующее. Вот объективные причины
Все понятно? Существуют. Что с ними делать, я думаю, тоже всем все понятно. Но есть некая субъективная составляющая, про которую, не устанем говорить. У нас в информационном пространстве отсутствуют российские источники, занимающиеся оценками наличия топлива, объемов производства, выпуска нефтепродуктов. Если у нас проблемы, о них и так пишут. Мы чего скрываем? Просто чтобы не подтверждать. И от кого скрываем? От кого скрываем? Просто наши СМИ перепечатывают информацию, которая есть. Информация есть. Reuters, Bloomberg, Международное энергетическое агентство. Украинская правда. Нет, до этого пока не дошли. Легко может попасть, потому что из украинской правды в Bloomberg, потом к нам. Это хорошо. Я такого не видел. Надо будет присмотреться. То есть, если до такого доходит, внимание, вопрос. Мы зачем нашу статистику закрыли? Мы нашу статистику по объемам производства нефтепродуктов закрыли. Хорошо, пусть это не все нефтепродукты, но хотя бы по автобензинам, по дизельному топливу мы можем информацию давать? Потому что объективно это оказывает воздействие на потребительские настроения. Чтобы люди понимали, что хотя бы в среднем объемы производства сохраняются на том уровне, который позволяет обеспечить внутренний рынок. Да, конкретно сейчас проблема. Конкретно сейчас люди побежали и по 100 тысяч рублей за тонну покупают топливо. Просто чтобы у них на заправке это топливо было. Потому что, человек приедет, заправится. Пусть даже вы в минус 92-й бензин ему продадите, но на кофе и булочки вы заработаете. Вы свои потери на полном баке полностью компенсируете, продав пару чашек кофе и булку.